На прошлой неделе, 12 марта, не стало художественного руководителя МХТ им. Чехова, актера, режиссера, всенародно любимого кота Матроскина минус Олега Табакова. В ноябре 2017 он попал в клинику. Врачи диагностировали сепсис, заражение крови. Три месяца Олег Павлович мужественно сражался с болезнью. Но та оказалась сильнее. В феврале Табакова ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на органы. Родственники и близкие актера до последнего верили, что он выкарабкается и снова выйдет на сцену. У кровати артиста днями и ночами дежурили жена Марина Зудина, дети. Но чуда не произошло. Сердце мэтра не выдержало. Друзья режиссера рассказали Стархиту, как он изменил их жизни. За работу в театре государство обещало мне квартиру, минус делится со Стархитом актер Александр Семчев. Несколько месяцев обивал пороги разных госучреждений, готовил документы, но ключи выдавать никто не торопился. Уже терял надежду заселиться, как-никак ютился в маленькой комнатке с женой и двумя детьми. Когда о беде узнал Олег Павлович, то взял ситуацию под контроль, поднял все связи, знакомства, чтобы выбить жилплощадь. Удивительно, но только после вмешательства Табакова я получил заветные квадратные метры. Актеры, которые успели поработать с легендой, в один голос твердят: он человек-помощь. Олег Павлович всегда выручил друзей. Особенно, когда тема касалась здоровья. Табаков был с моим папой до последних дней его жизни, минус говорит Стархиту Вячеслав Невинный-младший. Отец страдал сахарным диабетом, поэтому у него началась гангрена. Болезнь поражала организм. Отцу пришлось ампутировать ноги. Олег Павлович помогал ему с больницами, искал докторов, покупал дорогие лекарства. Когда отец скончался, Табаков не оставил мою семью. Он взял на себя расходы на похороны. Тогда и сейчас говорю: Олег Павлович, спасибо за отца, низкий вам поклон. Никогда вас не забуду. Удивительно, но Табаков влиял и на судьбы людей. Когда окончил актерский факультет театрального училища, поступила на службу в театр, минус рассказывает Стархиту режиссер Марина Брусникина. Несколько лет выступала на сцене. Но в один прекрасный момент Олег Павлович подошел ко мне и сказал: «Марина, ты не актриса, в тебе есть жилка режиссера». Тогда и задумалась о смене профессии. Он объяснял мне тонкости работы, помогал обращаться с камерой и всегда направлял. По его настоянию я стала той, кто есть сейчас. Память о нем навсегда в моем сердце. Конечно,
От Олега Павловича осталось много вещей. Например, глиняная статуэтка Александра Пушкина. Ее Табаков мне вручил, когда я устраивала в театре вечернее чтение. Тогда мы еще довольно мало общались. На первом занятии он присматривался ко мне, а на втором вручил фигурку со словами «Это тебе». Для вдохновения. Конечно, Марине и детям очень тяжело сейчас. Но мы их не оставим.